Всем привет! Я нахожусь в Тяньшане, Заилийский Алатау. В этот раз я один. Мне предстоит интересный маршрут, как мне кажется, который я планирую завершить примерно за 3,5 дня, плюс-минус. Я вырвался с работы, на несколько дней взял за свой счет, плюс выходные. И вот я здесь, сразу с аэропорта приехал, чуть-чуть пересобрал рюкзак. И сейчас выдвинусь в путь. Время примерно 15 минут, может 20 минут 12-го. Я, в принципе, опережаю график. Думал, что в первом часу пойду уже. Надеюсь, все пройдет классно. А так ли это будет? Смотрите дальше. Давайте только без шуток, ладно? Я медовуху не пил очень давно. Время 12, я выдвинулся. Рюкзак ощутимо потяжелел, потому что вся вода сейчас в нем. У меня спереди ничего не висит, только вот съемочная тут. Все, начал подъем, дальше иду. Посмотрим, я не знаю, сколько у меня это времени займет. Все, ничего, жарко, опять жарко. Периодически ветерок то есть, то его нету. Когда он есть, нормально. Когда его нету, плохо. Встретил группу людей, они вниз шли. Ну, среди них один мужчина порасспрашивал, прям что, как, куда иду, маршрут, то все. Спросил, как называется каналчик, я ему сказал, он говорит, кажется, я вас уже видел. Ну, если вы будете смотреть, здравствуйте еще раз. Жарко, нормально идется, но жарко просто. А так все хорошо. Я ж так и не рассказал, куда я иду-то. Я иду сейчас вдоль реки Каскабас, под перевал Каскабас, поднимаюсь, чуть-чуть прохожу по гребню, выхожу на перевал Каскабас. Там у меня два варианта. Либо я спускаюсь вниз, иду там в соседнее ущелье, либо я иду до конца вверх, под перевал Близнецы, и там ночую сегодня. Ну, по крайней мере, в планах так. Посмотрим, как оно будет. Вон там, вон, если я не ошибаюсь, где труба посередине кадра, там где-то идет японская дорога, так называемая, пешая. А я поднимаюсь, все, вон туда, и вон то краешек видно. Это, по-моему, гора Волчья. Вон там и налево, за деревом скрылся пик. Вот мне надо дальше от нее по низу, получается, и потом наверх на нее. Фу, но если я хочу сегодня до Близнецов дойти, мне надо набрать 1,5 километра высоты. Это много, тем более учитывая, что у меня, по сути, полдня ходовых только. 12 начал. Ну, посмотрим, что делать. Там буду уже на Каскабасе, на перевале буду уже размышлять, как быть дальше. Дошел до вот такой калитки. Ну, чтобы скот не уходил, видимо. Сейчас ее открою. Пойду, вон там дальше еще люди идут. Вон, кстати, гора Волчья впереди. Все. Время 13:10. Я долго сидел на перерыве. Ну, хотел остановиться, и как раз иду и говорят, давайте к нам в тенечек. Мужчина с женщиной в возрасте 72 и 70 лет. Местные. Я их сначала снизу увидел. Ну, ниже они прошли мимо меня, пока я собирался. И вот сейчас здесь накормили меня сливами, чаем с душицей угостили, хлебом домашним. Еще и с собой положили яичко и сливы. Ну, нельзя же отказывать. Вот, а я иду дальше вверх. Тучи какие-то идут непонятные. Но если солнышко просто прикроет, было бы славно. Потому что я, короче, остановился. Жара адская. Жара выматывает. Подъем, конечно, тяжелый, но просто еще и жарко. Там на вершине как будто кто-то на мотоцикле катается, звук. Не знаю, какая сейчас высота, но я-то последний год на высоте 200 метров живу. А здесь уже точно больше 1500. Надеюсь, я горняшку на 3000 не словлю. Силы меня не покинут. Хотя, конечно, тяжеловато, безусловно. Вон оттуда я поднимаюсь. И вон туда я поднимаюсь. Малинка поспевает.
Туда иду еще метров 250-300 осталось до начала жесткого подъема наверх на Коскобас. Пришел оттуда. Уже практически, а может не практически 500 метров набрал. Там уже на сам Коскобас еще 500 метров будет. Там уже будет километр общий набора. Что еще хотел сказать. Небо затянули тучки, заволокли. Но это как бы здорово. Солнце не печет. Но есть и минус. Ветра почти нету. Да не почти, его нету. Иногда просто движение воздуха появляется. В основном нету. Думаю, по моей роже видно, что довольно жарко. Ладно, как к подножию подойду подъема. Сделаю перерывчик, там свяжемся. Про которых я чуть раньше говорил. Эти пожилая пара. Они меня угостили яичком вареным, сливами. Хотя я пытался отбиваться и говорил, что мне и так надо вес скидывать. Рюкзака в смысле. И у меня еще вот я взял в магазине. В городе. Я еще не завтракал сегодня, спал очень мало. Поэтому сейчас заточу. Ну и чтобы он не пропал, будет обидно нести, а потом окажется прокисший. Надо есть. Девчонки пошли. Увидят себя потом в видосе. Я, наверное, чуть дальше пройду, там туда пройду и там начну подниматься. Хотя можно и здесь, по идее. Я уже вышел, что-то долго сидел. Вот такие тут коровки. А я сейчас покажу. А я вот сюда иду сейчас. Фу, и наверх. Когда начинаете подниматься от реки Коскобас, ну как реки, там ручеек, вверх, вот эта тропа и вон та, которая ниже, они уходят на перевал Волчий, ну и на Волчью гору дальше. А тут менее заметная дорожка, вот так от нее отходит, и вот туда идет. Это вот как раз, которая мне нужна на Коскобас. Все, иду туда. Ну уже хотя бы виды открываются. Уже хотя бы понятно, сколько я там набрал за сегодня. Угадайте, чем я сейчас займусь. Угу, все правильно. Так вот, короче, срываешь. Ну, она спелая. Но ей бы еще чуть-чуть постоять. Ну так вкусно уже можно есть. Некоторые прям спелые. Прям очень спелые. Все, ладно, иду. Очень круто в гору. Там все в траве. Сначала шел по коровьим тропам, подсекал. Потом все-таки вышел на эту тропу. Но тут главный ориентир — это лес. Надо держаться края леса. И все будет нормально. Тут сейчас трава стала вроде бы пониже, но еще посмотрим, что там дальше будет. Там я шел выше моего роста и крапивы, и какие-то колючки, и все остальное. Ой, я очень не люблю по высокой траве ходить. Это прям очень неприятно. В таком месте я тормознул. Буквально почти сразу после того, как поснимал, поговорил. И вот смотрю, тропинка альтернативная идет вот здесь по краю леса туда. Я, пожалуй, сейчас, наверное, по ней пойду, потому что там опять начинается высокая трава, и в ней много крапивы. Здесь не знаю, как будет, может, тоже будет крапива, посмотрим. Пройду, не понравится, уйду правее. Все, пока отдых. Сказать, высота 270, что около того, короче. А перевал Коскобас, на который я выйду по этой тропе, 2650, по-моему. Еще полкилометра, короче, набирать. А учитывая, что я там, вот внизу, по той тропинке, набрал полкилометра. Сейчас еще полкилометра. Просто расстояние меньше. Но угол жесткий. Ну и тропа сама такая.
Надо ее периодически искать. Она теряется, она в высокой траве. Ноги путает. Ну, я как бы не жалуюсь, просто говорю, как оно есть. Все, перерыв. Еще прикольный момент, вот эта ель тиньшанская. У нее настолько длинные ветки, что они, короче, вниз в итоге складываются и образуют такую прям стену. По идее, вот под ней, наверное, тоже обалденно дождь пережидать. Мне кажется, она очень хорошо воду держит. За счет вот этого вот угла все будет скатываться подальше. Прошу прощения, что я постоянно запыхавшись снимаю. Ну вот, я делаю перерывчики маленькие, и тогда я снимаю. Вот там видно чуть-чуть город уже, и видно Коктубе. Вышка. А я вот здесь иду себе туда. Начал накрапывать дождик. Я думаю, это ненадолго. Да и не сильно, наверное, будет. Хотя вон там уже потемнеет туча. Ладно, мне еще прилично. Я не знаю, полторашку сегодня успею. Я набрать-то я наберу. Просто успею ли. Ладно. Вышел на такую небольшую пологую зону. Ну тут, короче, если что, в принципе, можно расположиться относительно ровно. Все равно везде практически угол есть. Ну тут хотя бы можно расположиться. И смотрите, какая ель красивая, пышная такая, толстенькая. И под ней поляночка супер красивая вообще. Вау. Короче, опять маленький перерыв. Ноги гудят. Стопы. Сейчас дальше пойду. Тут вроде кажется, так уже немного осталось. Блин, еще столько же подъема, по сути, до перевала. А там еще, ой-ой-ой. А там еще столько же, сколько я, в принципе, прошел. Да, есть у меня сомнения касательно того, успею ли я. Ну, не знаю, буду смотреть по обстоятельствам. Может быть, если будет уже смеркаться, но, в принципе, я буду достаточно хорошо видеть, я буду идти уже прям под перевал до конца. Если нет, то встану где-нибудь пораньше, где будет подходящая площадка. Запасик воды у меня небольшой есть. На сегодня мне хватит. Ну и на завтрашнее утро. Ну, надеюсь, что еще найду немного воды по дороге. Еще одно кайфовое местечко. Здесь вся земля взбита копытами. Я не понимаю, что тут коровы делают вообще. Что они здесь нашли? Тут же высоко. Да, травка сочная, но, блин, внизу она тоже есть. Сейчас выйду вот сюда, на край. Посмотрим, что там. О, да, потом на ту гору. Пец еще дохренище. Ну, сейчас он туда. Ну-ка, посмотрю отсюда, может, тропинку увижу дальнейшую. Может, и не увижу. Ну, туда, скорее всего. Туда. А может, и вон туда. Не знаю, сейчас погляжу. Вон туда мне сейчас. Тут очень хороший угол. Просто рассказываю. Сейчас примерно горизонт. Это жесть. Вот этот склон, мать его. Вот угол. Он критически большой. И здесь критически высокая трава. А когда ты идешь еще вверх, короче, она выше твоего роста. И очень много вот этих вот больших, с большими листьями. И не только. Они ноги путают. Страшно. Просто страшно путают ноги. Угол бешеный. Я там просто уже ныть начал. Потому что я не мог там нигде остановиться, чтобы просто передохнуть, рюкзак скинуть. Угол не позволяет. Все поедет, все покатится. Я вот здесь дошел до елочек. И скинул рюкзак, он лежит, но он прям на грани, он хочет поехать. Он сначала ехал. Я сам тут вот камушек нашел. И на камушек упираюсь, сижу. Потому что туда вот прям вниз идет, короче. Я не знаю, сколько градусов. Сейчас вот на телефоне я горизонт выставил. Ну, сами перекидывайте, сколько градусов. Рюкзак реально вниз едет под своим весом. Как-то я его так удачно поставил, что он уже больше не едет. Но он сначала поехал. Что-то это жесткач какой-то. Меня этот подъем. Я всего ничего тут прошел-то подъема. Но он меня просто вымотал. Жестко. Прошел еще совсем немножко. Не знаю сколько метров. И решил присесть, потому что здесь уже можно сидеть. Полочка, лес.
Можно найти место посидеть нормально хотя бы. Что-то вот этот подъем меня конкретно вымотал. Вот последний вот этот, прям конкретно. Уже вроде бы совсем немножко осталось, но, блин, с таким углом это множко. Тут реально каждые 10-15 метров даются с огромным трудом. Меня аж прям реально всего трясет. Не просто там типа ноги трясутся, а прям всего трясет, потряхивает. От таких нагрузочек с непривычки. И сразу как бы высота такая, я говорю, с 200 метров астанинских на уже, ну, почти 2500, может уже 2500 и есть, в принципе. Нехило. Километр за сегодня набрал уже. Еще немножко. И я думаю, я, короче, уже не пойду, наверное, дальше. Под перевал Близнецы я встану где-нибудь на перевале, на Коскобасе. Устрою сухой ночлег. Ну, в смысле, без воды. Ну, у меня вода есть, просто она ограничена. А завтра прям рано встану и пойду. Планы такие пока что. Посмотрим. Ну, в любом случае, до перевала надо дойти. Вон туда. А там уже буду подыскивать место. Если найду хорошее прям место, то останусь нафиг. Буду отдыхать. Я сегодня, что там, считай, не спал толком. Как обычно, короче, все по классике. 2-3 часа поспал и все. И чуть на самолет не опоздал. Не проспал. До перевала совсем чуть-чуть. Вот он буквально уже там где-то. Ну, я тормознул немножко отдохнуть. Там опять сейчас был участок. Этот, ну, с травой, короче, высоченной. И под вот таким углом. И за траву приходится держаться. То есть я уже даже не палками, я уже просто за траву держался, хватался. Стрёмно. И вот здесь вот сейчас уже где деревца. Там узкая тропинка, вниз обрыв. А справа хотелось бы, ну, палку не поставишь, там кусты. А кусты шиповника. И за кусты шиповника особо не возьмешься. И так... Сейчас буквально 3 минутки, может 5. И на перевал. Охеренно, охеренно, охеренно. Я вышел на тропу. А вышел я вон оттуда. Просто по траве. Тут уже рядышком. Все, короче. Дошел я до перевала Коскобас. На гору я точно не пойду. Сейчас вот сюда хочу пройти, найти полянку ровную. Чтобы палатку поставить. И на сегодня все, хватит с меня. Вон рюкзак лежит. А я сейчас, наверное, вот сюда пройду. Вот здесь, короче, остановлюсь. Тут вроде ровная площадка. Неплохая. Да, думаю, здесь нет смысла что-то еще искать. Что не вижу смысла. Ну, блин, вот с видом бы на эту гору, конечно. Ну ладно, тут тоже вид будет хороший. Я нашел еще одного саяна спящего. Только он на подушке, видимо, спит. Голова приподнята. Вот. Лоб, нос. Там типа борода. Ну и все туда уходит. Ну, похоже ведь. Тут у меня шматье разложено еще частично. Тут уже стоит палатка. Тут вот такой вид. Сейчас попробую сходить вон туда, поймать связь. Надеюсь, поймается. Ну, не факт, конечно. Здесь нету связи. Ни интернета, ни связи. Ладно, пойду, попробую. Вот, кстати, ущелье, в которое я тоже думал пойти. Не туда, а вон туда. Но что-то, что туда идти, спускаться, потом подниматься. Что наверх идти. Примерно одинаковый набор и сброс высоты. Вот так вот и иду. У меня полные ботинки, блин, веток всяких, мусора. Что, на скалу лезть надо, походу? Ну, походу. Ладно, сейчас залезу. Вот на этой скале ловит Билайн. Сотовая сеть. Интернет не ловит, ешку показывает, а сотовая ловит. Нужно с той полянки пройти немножко через маленький лесочек, сюда выйти и встать вот на ту скалу. Вот только она не ловит. Здесь уже, где я стою, не ловит. А вот на этой скале ловит.
Что у меня одышка какая-то. Ну, видимо, надо просто это, вообще как бы акклиматизироваться, по идее. А не сразу со степи на 2600 херачить. Правильно? Ну, что, сейчас вот ночью я акклиматизируюсь. Завтра легче будет, наверное. 2650, короче, высота перевала. Все, сейчас иду к палатке. Там я уже коврик расстелил, спальник раскинул, пусть надувается. Вот сейчас так по мелочи, по рюкзаку, там остальное, что надо сделать. Телефон подзарядил немножко. В общем, вот так вот. Спуск немножко своеобразный, конечно. О! Вон палаточка. Цветы. Сегодня, кстати, даже улитка попала, короче. Я такой смотрю, не понял, что за камень. А это улитка у меня на носке. Так. Ну это все вот это, трава вот эта, последнюю часть пути. Вторую, в общем, часть пути, подъем, где высокая трава. Это все оттуда. Чтобы такая солома лучше облетала, носки лучше, если вы в них даже спать не собираетесь. Я не собираюсь, но лучше их сразу не снимать, чтобы носок немножко подсох и весь оставшийся мусор с него проще отвалился. Ой, какой же кайф, почему я раньше шлепанцы не носил? Ой, хорошо, сейчас будет еще лучше. Да. Да. Угу. Что у меня будет сегодня на ужин? Ну, смотрите. Мне та пара пожилая дали хлеб, который она сама печет. Зовут их, кстати, Ирина и Александр. Хлеба немножко, яичко одно вареное. И слив еще несколько штук, 4 штуки. Там вот девчонки, которые были, я им поделился с ними сливами. Я одну съел сам. Ну и до этого у них много слив съел. У них, говорит, урожай. Очень много слив. Показал видос. Ну, там конкретно сливы. Очень вкусные. Вообще. Вот, будет это. И будет... Я взял, думал на обеде сегодня, на перерыве где-нибудь перекушу. Взял, еще сделал дома бутеры с плавленным сыром и колбасой. Плавленным в духовке причем. Вот такие. Да, все в порядке. Всем приятного аппетита. Нихуя себе, блядь. Что, въебал, что ли? Че, вам реально это интересно смотреть, что ли? Экстренное включение. Там чуваки на мотоках, походу. Ну или на квадриках, на чем-то таком. На мотоках, скорее всего. Где-то там сейчас они были на горе. С горы спускаются. Капец, что-то они поздно. Ну и я не знаю. Ну там может нормальная дорога дальше. Это я шел по ненормальной. Ну они жесткие ребята. Да, на эндурике. Ну вот по этой дорожке мне завтра подниматься. Капец, там угол вообще жесткий, я бы сыканул. Ну, там тропа идет основная. Капец, они лютые, конечно, вообще. Я думал, может, реальные байки, но нет. Вроде обычные эндурики. Жестко. Я уже в спальничке. Итоги дня. Грубо говоря, я начал свой ход в начале первого. Начинал с 1500 километров. Плюс-минус там несколько десятков метров. 20, 30, 40. Сейчас я на высоте 2650. Ну, примерно.
может чуть-чуть больше. Первая половина пути проблем никаких вдоль вот этой речки, которая потом в ручеек превращается, Коскобас. Вторая половина пути жесткая. Если эту половину разделить еще на две половины, ну даже не на половину, а на части, на составляющие, 2/3 жесткие, но проходимые. Последняя треть практически непроходимая. Это один из моих самых жестких подъемов был. Один из самых. Ну, это реально опасно. То есть, когда ты идешь по вот такому косогору с травой, которая путает тебе ноги. Я просто в таком уже был, но все равно это прям, короче, на панику некоторую подсаживает. В принципе, я знал, что я дойду, мне достаточно недалеко, все, у меня запас воды есть, это хорошо. Если бы у меня не было воды, вот это было бы уже большой проблемой. Вода у меня есть. На сегодня мне хватило. На сон, думаю, мне хватит на утро. И на следующий день на ход тоже хватит. Ну, я надеюсь. Я очень надеюсь, что под перевалом Близнецов будет ручеек. Будут ручьи, где они обозначены. Что еще интересного? Та пара семейная, пожилая. Там они сказали, что здесь, типа, ночью много кабанов гуляет. Ну, на перевале кабанов вряд ли будут гулять. Там они ниже, внизу. Нечего им здесь делать. День был непростой. Учитывая, что я спал еще очень мало. Перелет, вся фигня. Сразу движ. В целом нормально. 1100 метров точно набрал. Это неплохо. Пусть и по расстоянию не очень много, но вот по набору очень неплохо. С рюкзаком, с таким. А рюкзак у меня сейчас, я так прикинул, весит примерно, наверное, 24-26 кг. Скорее всего, 25 примерно. Потому что я еще докупил газ, потому что у меня воды с запасом было изначально. Плюс меня не угостили вот этим яйцом, сливами. Ну и все такое. Короче, я думаю, килограмм 25 примерно. Все, короче, я буду спать. Завтра ранний подъем. Хочу. Прям ранний. И сразу в путь. Пока еще жары нету, хочу добраться до верха. Спокойной ночи. Доброе утро. Время 4:05. Ночь прошла неплохо. Сейчас покажу, как там на улице. Вот так вот. Рассвет. Месяц. А пахнет, знаете, запах такой зимний. Прям с гор тянет свежестью такой. Классно. Палатка уже собрана. Вот здесь вот я ночевал, на этом месте. Трава, думаю, видно, примята. Сейчас вот этот шмурдяк надо скидать. И все, я выхожу. Время 5:35. Ну, нормально. В 6, в начале 7, думаю, выйду. И нормас. Вон туда мне сегодня. Вот этот перевал. И к правой его части. А идти вот по вот этой горе. Наверх. Потом там вниз немножко. Потом вот на ту гору. Коскобас, это вроде она и есть. И потом от нее уже сильно, без сильных спусков, без сильных наборов на тот перевал. Собираюсь. Все, рюкзак собран. Я выдвигаюсь. Пойду. Не знаю. Наверное, по правой сначала пойду тропинки, они по-любому соединятся. И вот туда. Короче, GPS показывает сейчас 2580 высоту. Хотя на карте вот этот перевал чуть ниже меня 2650. Ну, не критично. Что-то одышка есть все равно. Вот я туда-сюда чуть прошелся, уже немножко подзапыхиваюсь. На своей высоте я бы даже близко сейчас не запыхивался. Туда-сюда прошел, что там, ничего такого. Реально, прям одышечка. Кстати сказать, время 6:30.
Да, промял жопу. Ну, что теперь? Все равно я встал рано, так что нормально. Я мог бы встать только в 6. Все в порядке. Время 6:58. Я набрал примерно 150 метров, может чуть больше, от места стоянки. А место стоянки вон там. Вон там вон бревно, рядом с которым я был. Вот там была палатка. За прям вот макушкой этой ели. А тут был крутой, очень крутой подъем. Ну, тропа хорошая. Видно следы мотоциклов, которые вчера спускались. И вот сейчас только что началась уже гравийная такая крошка. Классно. Меньше пыли, меньше земли. Гравийная крошка — это прикольно. Когда и не слишком много. Еще если бы я решил спуститься в то ущелье, вот гора, вот впереди, на которую бы мне пришлось уйти как-то, не знаю, траверсом, наверное. И вот там дальше, вон там, видно тропинку. Я бы спустился туда, ушел, там брод перешел, и потом назад, и вот по этой тропинке и вверх туда, по ущелью. Ну, пожалуй, нет. Не в этот раз я пойду туда. Ну, туда. Начинают появляться первые вот эти цветочки альпийские. Первые не в смысле по срокам, а в смысле по высоте. Я их тут первый раз уже вижу. Несмотря на то, что здесь крутой угол подъема тропы, идти очень классно, одно удовольствие. Потому что здесь тень, здесь прям так хорошо, прохладненько, приятно. Там, где солнце, уже печет. Фу, а тут прям здорово. Сейчас дойду до края, наверное, этого лесочка, и там сделаю маленький перерыв. Тут какой момент? Вот туда дорожка идет, тропинка, которая на карте, а вот сюда идет накатанная, наезженная. Я, наверное, по ней пойду. Она, по идее, сокращает. Хоть и крутой подъем, но ладно. Потяни, что самое главное. А там сейчас прям на солнце. Не хочу. Здесь пойду. Все, я поднялся по склону. Там тропы нет, но идется нормально. Вон место, где я ночевал. Вон бревно светленькое. И вот рядом основная тропа идет тут. Вот она рядышком. А тут такой вид. Офигенский. Ну и все, мне сейчас вон туда к знаку. Вон знак. Потом на Коскобас, это рядом соседняя вершинка, рядом на Коскобас уже. И вот туда и туда на перевал. После того подъема здесь идется вообще, хотя здесь все равно подъемчик идет, просто плавный, хороший. Тут идется хорошо. Но одышка никуда не делась. Конечно. Блин, там на Коскобас тоже будет, смотрю, подъемчик нормальный такой. Да, одышка нормальная такая. Вон он. Попробую поискать связь сотовую. Но там уже чуть раньше искал, не было ничего. Сейчас тут попробую тоже. Теперь вниз дорожка. И потом вон туда. Вот такая тропа доставляет мне удовольствие. Вот это кайф. Идешь себе, не крутой угол. У меня потом после перевала будет крутой угол вниз. Это будет весело, блин. Будет ноги забивать жестко в бедра. Прям жестко. Ну-ка, что это? Камушек. Ладно, ничего особенного, сорян. Оттуда я отошел. Вот сюда я подошел. Мне кажется, тут не столько гранит. Не, гранит, конечно, тоже есть, сколько еще и крошка сверху гранитная. Он такой супер старый, кружащийся. Здесь, кстати, видно следы мотоциклистов вчерашних. Ну-ка, мне интересно его пощупать ногой.
Мне кажется, это крошка. Ну да, это крошка. Понятно, да? Прикольненько. Красивая гора. Блин, наверх опять. Ладно, все ничего, главное, чтобы вода нашлась потом там дальше, после. Ближе к перевалу, близнецы, короче. Чтобы водичка была, потому что если водички не будет, то совсем грустно. У меня с собой осталось, ну, чуть больше пол-литра, может, там 600-700 грамм воды и все. Дошел я до Коскобаса, до горы, вон там знак, потом покажу. Напрягает меня отсутствие воды. Если бы у бабушки если бы у меня была вода, сейчас было бы гораздо проще, морально бы ее больше пил. Я сейчас сделал так пару глотков таких хороших, просто с кайфом. Но воды все меньше и меньше. Очень хочется надеяться, что будет. Потому что снежников на горе, там на перевале нету. Вон, никаких снежников. Печально. Дела с водой обстоят крайне негативно. Очень надеюсь, что там будет участок. Потому что я сейчас сидел, у меня что-то мошки в глазах появились. Ну, то есть надо что-то сладенького поесть, вообще перекусить. Я так быстро орехами перекусил, батончик ореховый сладкий закинул. Ну, вроде полегчало, но идти-то все равно тяжело будет. Плюс сейчас жарко, солнце печет очень сильно. Ветерок такой прохладненький, но слабый. А солнце печет прям конкретно. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что там будет вода. Очень. Здесь как прикольно. Дорожка идет не прям по хребту, а рядом с ним. А все почему? Здесь все вот в этих корневищах можжевельника, видимо, сухих. Ну и не только, вот и живой можжевельник есть. И тут такой прям бортик из земли, вон видно. Поэтому здесь дорожка проходит. Забавно, красивое место. Вот это растение пахнет каким-то кисляком. Тут просто я иду, думал, может, ручеек будет, но здесь, видимо, под землей земля сыреет, и вот она растет. Трава эта. И вот сюда подходишь, тут прям кисляком воняет каким-то не очень приятным. Ну, видимо, мухам всяким нравится. Вон там Коскобас. Оттуда я пришел. Иду дальше. Я, короче, иду, не снимаю особо, что желания нет, очень хочу пить. Вот, короче, дорожки вот так вот, сейчас вдоль склона, потом уже наверх. Ну, что-то вот здесь, по-моему, ручей был нарисован, ну, не похоже, что там есть вода. Печально. Где-то вот здесь должен был быть родник. Как видите, никакого родника нету. Но все его следы есть, да, вот эта крошка такая, то водичка вымывает. Я немножко передохнул, вышел, и тут появляется шмалегоузения. Вон ее бабочки шмалят. Маленький перерыв. Просто тут тень от камней. Первая тень за очень долгое время. Да после вот тех елок, это вот первая тень. Елки были в начале дня. Вот я остановился. И решил не упускать такой возможности немножко в теньке подостыть. Раз нет воды, то хотя бы так охлаждаться. Чтобы меньше хотелось, меньше ее будет уходить. Там, кстати, на перевале, на Близнецах видно, люди ходят. На тот пик пошли, на тот пик. Ну, они, скорее всего, с Терры пришли, по-любому. Они с Терры поднялись, потом обратно туда же пойдут. Напитываюсь тут силой земли. Среди лука. Пахнет луком. Ноги гудят. Реально что-то очень тяжело идти. Прям очень тяжело. На перевал-то выйду в любом случае наверх. Ну, вниз на Терру, наверное, пойду. И уже на Терре останусь. Ладно, там посмотрим. Короче, я немножечко перезагрузился. Повалялся, поспал минут 12. Там тучи начали находить, солнышко скрывать. Ну, может, оно и к лучшему. Если прям сильного дождя не будет, то ничего страшного, нормально.
Сейчас пойду дальше. Ну вот и перевал. Мне вот на левую его часть надо. Фиг знает, как там лучше подниматься. Буду смотреть ближе к делу. Воды так и не было. Сейчас, наверное, достану все свои остатки. Сделаю парочку хотя бы хороших глотков, но очень хочется. И наверх. Ну, оставлю так еще буквально, что потом по глотку. И потом спуск. Ну, посмотрим, короче, ладно, все по обстоятельствам. Все, я под перевалом сейчас. И вот вся вода. Вот я вылил остатки. Сколько у меня есть? 400, там где-то 20 миллилитров. Мне вон туда. Тут угол большой, очень крутой угол. Оно на камере, как обычно, кажется, та фигня. Нет, угол прям хороший. И солнце опять появилось. Нафиг, лучше бы не было. Все, отдыхаю. Во-первых, я почти вышел на перевал Близнецы. Ну, по сути, уже вышел. Во-вторых, там еще на следующий перевал Бурктас. Там еще нормально так еще валять, блин. Капец. Ой, что-то я уже очень устал. Воды нету, блин. Была бы вода, я бы пил хотя бы. Я бы пил, я бы себя лучше чувствовал в целом. И морально в том числе. А так что-то как-то паршивенько. Сейчас увидите горы, новые виды. Приколюха, эти мотоциклисты все-таки сюда заехали. Я их видел там на перевале следы, думал, ну может они сдулись, но нет, они заехали прямо на перевал. Капец, жестко. Ладно, давайте посмотрим, что здесь будет сейчас. Ё-моё, ядрён батон. Уху-ху. Офигенно. О, тилокоспермум здесь растет. Классно. Меня мысли мучают. Спуститься туда. И потом, получается, вокруг и назад вернуться по этому ущелью. Ну, блин, не знаю, от идеи тоже отказываться прям не хочется. Там лошади. Вот думаю, сижу. Сейчас, может, отдохну, да и ничего. И все-таки дальше туда пойду. В общем, я принял решение. Фу, поскольку я очень что-то измотался. И очень, что более важно, хочу пить. Я сейчас спущусь туда вниз, где лошадки. И там, наверное, сегодня остановлюсь. Буду там ночевать. Я так-то вчера 1100 набрал. Сегодня 1100 набрал. С лишним причем. Вот, и это все в дефиците воды страшном. В общем, спущусь туда, к речке, там заночую. А завтра уже поднимусь на этот Бурктас, который перевал. С него потом уже вниз, но уже с наличием воды, на Терру. Там потом заночую. И на следующий день пораньше в город. Там у меня уже гостиница забронирована. В городе потусуюсь. Перестираю вещи там. Сам помоюсь туда-сюда вечером. Может быть, выскочу там что-нибудь. Ну, в общем, план такой примерно. Там что-то сильно гром гремит. Тучи черные идут. Надо, наверное, быстрее вниз валить. Да. Сейчас попробую связь поймать и потом вниз. Признать, по вот такой осыпухе спускаться кайф. Единственный минус — камни летят в башмаки. А так вообще получается очень быстро, мягенько. Ну капец, тут просто пляж. Я уже так нормально спустился еще сейчас. Да. Хотя я обычно спуски не очень люблю. Но вот этот такой спуск прикольный. Мне нравится. И многие прям сильно не забиваются. Здорово. В общем, тема какая? Я вот оттуда спустился по осыпухе очень быстро. И по траве сюда прям быстро дошел вообще. Вот. Здесь рюкзак оставил. Сходил на разведку туда, к речке. Посмотреть, что как. Лучше здесь встать или все-таки там встать. Потому что, ну, типа, там может быть шумновато. Ну, шумновато, но не сильно. И, ну, вода, короче, мутная. Фильтры я не брал. Но сейчас попробую просто через баф
профильтровать и все. Там как бы просто взвесь вот это минеральная, ничего страшного. Пить такую воду можно. Короче, бутылку я оставил. Вон там речка. Там порог. Вот он немножко шумит. Ну, я хочу пройти прям к речке. Вон там внизу там тоже есть хорошие, красивые такие лужочки. Но они прям, мне кажется, хотя не сильно низко. Но если что, вон на ту полянку уйду посередине. Сейчас чуть-чуть выше. Вот. Если она ровная, то можно будет и там палаточку поставить. Ну или вот с этой стороны, вот тоже есть чуть выше. Нормально, сейчас разберусь, короче. Короче, докладываю обстановку. Я попытался через баф пофильтровать воду, но что-то особо толку нету, потому что очень мелкая взвесь. Я решил, ну и хрен с ним. В конце-то концов, люди просто глину жрут. Они ее покупают, чтобы есть, типа, съедобную глину. Ну, я точно выпью в итоге меньше глины, чем они едят за раз. Ну, вот так вот здесь. У меня сейчас будет обед, наверное, я не знаю, или очень ранний ужин. Заточу пасту карбонару, короче. Вот так вот стакан воды налил, горелку включил. Сейчас еще чуть позже ее раскупорю, чтобы она там не взорвалась, если кипеть начнет. И все, поем. У меня таких несколько, я их не ем, а они весят-то прилично. Короче, что я скажу. Вот эта паста от Кранидова, карбонара, так себе, если честно. Сыр очень непонятный, какой-то специальный, видимо, но он по вкусу как сгущенное молоко, короче, или молоко ультрапастеризованное. Сами спагетти ничего, мясо, которое там, ничего. Ну вот сыр, его много, и он, вообще не мое, не знаю, на свое усмотрение. Я такой сыр прежде не пробовал, и мне вот что-то не очень нравится. Ну, короче, параша полная, я чуть-чуть поел и выкинул. Держать невозможно, все со вкусом этого сыра ультрапастеризованного сполоснул. Ну, ничего, будет упаковка под толканку неплохая. Я снова слышу индуристов. Где-то там едут. Где-то прям вот там. Ага. Че, наперед? Ё-моё. Вот там как раз я спускался. Все, забуксовал. Что дальше? Там вроде второй стоит снизу. А, второй и третий, их трое. Так. Красавчик. Все, заехал. Сейчас, наверное, следующий пойдет. Ой, что-то с передачей. Заново надо. Не, он явно хуже едет. Первый вообще тут бодро проскочил. Второй заезжает. Ой-ой-ой, обессилел. Если кого-то интересует, куда я одеваю мусор, ну вот, пакет с мусором. Ну, туда сейчас скидываю вот эти штучки.
Еще один пакет с мусором, там его еще больше. Если нет возможности сжечь, ну или очень лень, то я его несу с собой. Что делать? Нельзя срать на природе. Ну, в смысле, засирать природу. Срать-то можно, я только недавно этим занимался. Да я не знаю, короче, время без 25. Я что-то немножко кишканул, и так это в сон тянет. Наверное, поваляюсь немного. Часик-полтора. Ну, часок точно. А потом что-нибудь, не знаю, придумаю, чем заняться. Давайте. Спускаются чуваки. А я прям вот по песку посередине фигачил. Да спустится, поди. Вы думаете, я, короче, в 6 не встал, дальше уснул. Проснулся в 7, в начале 8 от того, что мне в лицо... У меня приоткрыта была дверца одна. Мне в лицо дул очень холодный ветер. Я проснулся и понял, что я очень замерз. Меня прям колотить начало. Вот быстро-быстро натянул, короче, пуховую жилетку. Штаны надел, переодел. Ну, такое все, короче, ко сну. И тут у меня сейчас греется увядина с макаронами. Того же производителя, но другая серия. Там, типа, черная вот упаковка. Там. Ну, посмотрим. Надеюсь, это будет нормальное. Поглядим. Ну и да, 6 градусов еще на улице. Ну, вот здесь в тамбуре палатки. Конечно, если туда куда-нибудь высунуть, то, может быть, и холоднее покажут. Сейчас еще от газовой горелки чуть-чуть тепло доходит. Ну, короче, 6 градусов, я думаю, есть. Потому что воздух прям холодный. Так тут и высота 3000. Сейчас посмотрю точно, сколько здесь. 3386 показывает в телефоне программа GPS. Вот в данной точке. Высоко. Тут не будет ночью жарко. Почти на километр выше прошлого места ночевки. Надеюсь, я дубака не дам сегодня ночью. Надеюсь. В общем, вот эта говядина с макаронами вполне себе ничего так. Вполне нормально. Прошлое, которое это... Что там? Болоньезе или что, я не помню. Говнище. Там бы чуть-чуть теплее стало. Я, наверное, сейчас поем. Чуть посижу, не знаю, может, орехи там поточу. Да и все, и спать. Дальше. Не знаю, наверное, все-таки высота дает о себе знать. Вялый какой-то. И ленивый. В общем, что можно сказать по итогам дня? Прошел я, значит, сегодня с высоты 2580, да, по-моему, где я ночевал, до высоты 3450 и спустился на высоту 3380 я сейчас. Ну, наверное, на такой высоте я еще ни разу не ночевал в палатке. То есть мы до этого, когда с Максом ходили по Алматинским горам, мы ночевали в хижинах. Поэтому это получается самая высокая моя ночевка в палатке на данный момент, если мне не изменяет память. Пока вышел в туалет туда-сюда, градусник выложил. В нем там уже 4 градуса на улице. И что меня прям подколбашивает. Все, пойду я, короче, обратно в палатку. Буду заворачиваться в кокон. Время 8:13. Ночка, похоже, предстоит сегодня не самая простая. Но ничего, нормально. Состояние что-то так себе, если честно. Я сейчас ибупрофена выпил таблеточку. Не в смысле, что там температура или еще что-то. Может быть, она и есть, но вряд ли. Просто в целом состояние организма такое какое-то тяжелое. Не привык я к такому. Ну, высота. Горняжечка, наверное, немножко. Все равно. Просто на второй день, на 3. Почти без малого 400 ночевать. Ну, это... Ну, да. Местные, конечно, алматинские ребята, которые постоянно в горы гоняют, скажут, ну, для них, конечно, согласен, не спорю, но, еще раз повторюсь, я со степей. Ну и, короче, рюкзак тяжелый очень был. И вот эта вот одышка, не знаю, сегодня сил много у меня ушло. Прям очень много, как морально, так и физически. Больше, конечно, морально, наверное, даже, потому что вот эта вот проблема с водой, ну, она прям сильно психологически давит, прям сильно. Может быть, тоже отчасти, на самочувствии сказывается. Обезвоживание. Если вам интересно, сегодня в туалет по маленькому сходил первый раз вот здесь вот только под перевалом, под самым уже, когда вот лес, это во сколько там, в час примерно дня. Первый раз, а я проснулся в 4. Можно сделать некоторые выводы про обезвоживание.
Нос сгорел. Надо будет завтра SPF-кой намазать. Все, ладно, буду укладываться. Если вдруг что-то будет интересно, я что-то вспомню, обязательно расскажу. Все, давайте, спокойной ночи.